Забудьте о среднем возрасте. Миллениалам стоит насторожиться. 5 марта премьер-министр Китая Ли Цян в своей ежегодной речи на заседании Всекитайского собрания народных представителей в парламенте, утверждающем решение Компартии, пообещал положить конец дискриминации на рабочем месте. Он не привел конкретики, но в последние годы руководство Компартии, чутко реагирующее на недовольство в трудовых кругах, допустило принятие ряда законов в защиту работников. С 2005 года местные власти отменили запреты на прием на работу людей с ВИЧ или гепатитом Б. Первый иск о дискриминации по половому признаку был подан в 2012 году, а с 2023 года компании, признанные виновными в дискриминации женщин, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч юаней, что в эквиваленте составляет около $7 000. В 2020 году трансгендерный человек впервые выиграл дело о дискриминации против электронной коммерческой фирмы в Пекине. Тем не менее, трудовое законодательство Китая по-прежнему ничего не говорит о возрастной дискриминации. Многие компании продолжают указывать в вакансиях, что кандидатам старше 35 лет просьба не обращаться. Это явление получило название «проклятие 35». Один из делегатов Компартии заявил, что возрастные ограничения растрачивают таланты и должны быть запрещены. Его заявление вызвало волну поддержки в социальных сетях. «Быть в 35 значит быть на пике», написал один из пользователей в соцсети китайского микроблога. Многие работники, особенно женщины, жалуются на трудности с поиском работы в возрасте за 30. Госпожа Джан, 35 лет, живет в центральном городе Хэфэй. Она рассказывает, что ее уволили из рекламного агентства в прошлом году после 10 лет работы, и с тех пор ей крайне сложно найти новую работу, в основном из-за возраста, который один из интервьюеров назвал неудобным. Компании, по ее словам, сомневаются в ее способности обучаться новому. Если вы женщина, вам больше 35, вы замужем, возможно, у вас 1 или 2 детей. По сути, для вас нет никаких возможностей, так сказал один из руководителей кадрового агентства в Шанхае. Проблема началась в 1990-х годах, когда местные власти начали вводить возрастные ограничения при приеме на работу, стремясь омолодить стареющий бюрократический аппарат. За ними последовали и частные компании. В 2007 году исследователь из Сычуаньского университета проанализировал 300 тысяч вакансий и обнаружил, что в Чэнду 70% рабочих мест, а в Шанхае 80% требовали, чтобы кандидаты были младше 35 лет. Согласно опросу, проведенному в 2023 году рекрутинговым агентством, 85% респондентов заявили, что компания использует возраст 35 лет как порог. Молодым сотрудникам обычно платят меньше, а многие работодатели считают, что пожилые работники не справятся с жесткой трудовой культурой 996 с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Проклятие 35 особенно сильно ощущается в технологических компаниях, известных своими длинными рабочими часами. Это существенно снижает эффективность китайского рынка труда, говорят эксперты. Компании произвольно исключают потенциально ценных сотрудников, несмотря на сокращение трудоспособного населения Китая и повышение пенсионного возраста со стороны партии. Если правительство не предпримет конкретных шагов для борьбы с широко распространенной возрастной дискриминацией на рабочем месте, повышение пенсионного возраста окажет лишь ограниченное влияние на сохранение пожилых работников в трудовой силе. Предложение господина Джана о запрете эйджизма пока не получило развития. Но настроения, возможно, меняются. В редакционных статьях официальных СМИ начали критиковать возрастную дискриминацию. В прошлом году представитель Государственной профсоюзной организации Китая предложил даже субсидировать компании, нанимающие работников среднего возраста. В последние месяцы некоторые провинциальные власти повысили возрастной порог для поступающих на государственную службу на 5 лет. В будущем гнев может быть направлен уже на проклятие 40.